Майские праздники пролетели как один миг, но мне удалось вырваться в небольшое, но насыщенное приключение. 1300 километров пути, и вот я уже бреду по дремучим лесам Тверской области, направляясь к своему старому другу Андрею. Он затеял необычно, построил себе землянку в настоящей глуши. Вокруг только болото, непроходимый лес, да красивая река. А соседи, говорят, тут не самые обычные – медведи. Дорога, конечно, вымотала, но любопытство берет верх. Оправдаются ли мои ожидания и какой сюрприз поджидает меня утром? Скоро узнаем. Дождик не успел начаться и закончился. Ну все, осталось буквально метров 200, наверное. И сейчас, наконец-таки, окажусь в его землянке. Естественно, он мне дал координаты этого места. И, естественно, по этим координатам я отправился к данному строению. На всякий случай напомню, что для тех, кто не в курсе, Андрей с канала Forest Punk построил землянку у реки. В таком вот великолепном просто месте. Просто сумасшедшей красоты растут ели здесь, сосны, да и вообще лес впечатляет, надо сказать, впечатляет. То есть я пока шел, видел даже ягель, а у нас такого в принципе нету. Очень много мха, здесь почти все мхом уложено, и можно делать какие-то скрытные шалаши, интересные локации создавать. Я думаю, в ближайшем обозримом будущем Андрей этим и займется, поэтому если вы еще вдруг до сих пор не подписаны на канал Андрея, то обязательно переходите по ссылочке в описании, я ее оставлю. Подписывайтесь на его канал. Я думаю, будет интересно. Все, пойдемте пройдем последние 100 метров, затопим печку. И уже хочется посидеть, погреться, потому что на улице, несмотря на весну, очень холодно. Видите, я в шапке. Ночью обещают до -3. Погнали!
Ну что, здравствуй, землянка. Вот я и дошел до землянки Андрея. Очень интересный внешний вид. Сразу бросаются в глаза вот эти вот элементы декора из коры сосны. Вот эти вот рога и черепушка. Вот черепушка вообще не пойму, чья какая-то. Она маленькая, то есть, ну, естественно, это не лось, косуля или может быть вообще даже собака, я не знаю. То есть маленький череп такой. В общем, это не важно. Красивая двухскатная крыша, а между прочим, Андрей изначально строил эту землянку и делал ее с односкатной крышей, как у Дмитрия с канала Походный Оптимист, землянка у Березы. Я сейчас уже немножко заглянул туда, а вы еще пока не видели. Здесь кирпичная печь, а это значит, что когда она протопится, там в течение 2-3 часов, она будет отдавать долго тепло. Ну, сначала она наберет его, а потом будет отдавать. Смотрите, какой сумасшедший просто вид. То есть я вот сижу у входа в землянку и прямо на берегу реки. И это дорогого стоит, друзья мои. То есть, если какие-то рыбаки, например, да, есть здесь в районе в этом, они наверняка есть. И, кстати говоря, к Андрею очень часто и постоянно приходят гости. Я думаю, как раз-таки рыбаки это и есть. То вот, пожалуйста, можно здесь, прямо не отходя, как говорится, от кассы, закинуть удочку и, собственно говоря, наслаждаться таким вот единением с природой. Вон там сосны, березы, высокие, высоченные, прям лес точно не высаженный, как многие леса у нас в Самарской области. Это лес естественного происхождения. Поют птички. Природа радуется наступлению весны. Но, конечно, жалко, что чуть-чуть прохладно. Из продуктов я ничего такого не брал, что источает запахи. То есть у меня все в банках консервированное. Дело в том, что здесь есть медведи. И буквально прям не так давно Андрей обнаружил тут следы медведя. Ну что, я сижу на пороге исторического открытия. Я впервые обнаружил следы медведя. И на самом деле моей радости нет предела, потому что я доволен. Я никогда в жизни не видел след медведя. Я знаю, что они здесь водятся, да. Ну, в принципе, я медведя могу понять. Будь я медведем, я бы тоже здесь хотел жить и находиться. Красота. Все мои вылазки на природу так или иначе связаны с перемещениями на большие расстояния в автомобиле. А на дорогах, сами знаете, порой всякое происходит. И лучше для подстраховки и личной безопасности иметь с собой проверенный видеорегистратор. Например, Neoline Easy Drive 2K Wi-Fi Dual. Во-первых, это сверхчеткая съемка 2K Quad HD с технологией VDR. Имеется отличный помощник при парковке задним ходом. И самая главная фишка — это охранная съемка на парковке. Давайте расскажу чуть подробнее о всех плюсах регистратора Neoline. Смотрите, какой удобный 10-дюймовый сенсорный экран. Кстати, с поддержкой Wi-Fi для управления видео. Основная и задняя камеры ведут съемку с углом обзора 290 градусов. На видео практически отсутствуют слепые зоны. Картинка не искажается. Превосходная четкость и максимальная информативность каждого кадра. Регистратор Neoline сохраняет на 100% обзорность водителю. И вообще не занимает места на лобовом стекле, в отличие от обычного видеорегистратора. Практически незаметен для окружающих. Neoline Easy Drive выглядит как встроенная в зеркало камера. То есть штатное оборудование. Даже самый глупый вор не будет пытаться оторвать автомобильное зеркало. Круглосуточное охранное видеонаблюдение в ваше отсутствие. Защита от вандалов, неумелых парковщиков. Автоматическое включение парковочной съемки. Если вам тоже нужна безопасность вас и вашего автомобиля, то по ссылке в описании и в закрепленном комментарии вы сможете приобрести видеорегистратор Neoline. До встречи на дороге!
Вот такая вот уютная землянка. И я хочу сказать, что по размерам она довольно-таки большая. Честно говоря, когда я смотрел видео Андрея, я думал, что она там, 2 на 2, да? А тут, блин, 2 полноценных лежака. Огроменный стол. То есть стол, реально большой. Это тот случай, когда в видео даже было чуть хуже, чем на самом деле. То есть обычно, когда я прихожу в какие-то землянки, да, в какие-то места, на видео они выглядят несколько лучше. Я буду откровенен, да, говорю как есть. А конкретно в этом случае совершенно все наоборот. Намного больше, чем казалось мне по видео. Крючки декоративные для одежды. В общем, все, что нужно. И даже, кстати, дрова тут битком забиты под лавкой. Соответственно, даже и не надо их ходить, пилить, набирать. Печь немножко дымит, но я думаю, это не критично. То есть, нормально. Сейчас она прогреется, и дым перестанет попадать в помещение. Интересная двуручная пила висит на стене, да, вон. Такое давненько не встречал. Видел такую последний раз в землянке на горе. Короче говоря, у нас в Самарской области. Температура 10 градусов. Тепло. На улице там +1, здесь 10. Намного теплее. И еще здесь у него аккумулятор есть. То есть он не забрал его, видимо, забыл со светом. Тут, конечно, опасно, да, мало ли кто-нибудь сопрет аккумулятор. А мне, с другой стороны, хорошо. У меня лампочка будет гореть. Халявное электричество, между прочим. Все, сейчас пойду на речку, воды наберу, поставлю, вскипячу воду, чтобы чайку попить с дороги тяжелой. Может быть, даже часочек и вздремну. И потом уже займусь какими-то делами. То есть я ему в подарок привез сюда плащ-палатку. Сюда ее сейчас приколочу на стену. Не знаю, понадобится она ему или нет в дальнейшем, здесь, по крайней мере, да, но он ее всегда может использовать в своих каких-то походах, в своих строениях. И так по мелочи, хотя бы подмести, убраться, приготовить вкусный ужин мне сегодня нужно. Вот. Переночую, а завтра уже отправляюсь дальше, в другое интересное местечко. Это уже будет в следующем видео.
Красота. Плащ-палатка, маленький презент от меня Андрею. Теперь стало еще уютнее. А вот смотрю у него тут и понимаю, что заняться-то, по сути дела, мне и нечем. Наверное, я приехал сюда отдыхать. Полы чистые, мышиных какашек нету. Дрова в большом количестве запасены, да, под лежаком лежат. Даже щепа есть, он под тем лежаком обнаружил только сейчас. То есть я, когда пришел, наколол мелкие щепки, а оказалось, что они даже есть тут. Буду отдыхать, буду готовить еду сейчас, наверное, сразу. Полежу, посплю, может быть, с дальней дороги. И, кстати, можно вдоль реки прогуляться, посмотреть, что там происходит на речке. Рыба, может быть, играет. Смотрю, ищу глазами тетрадь для записей, но ее, я так понимаю, наверное, нет. Вот какая-то шкатулка здесь металлическая. А, вот она, кстати, вот она. Тетрадь, новая тетрадь посещений. Видимо, старая куда-то делась, не знаю, надо будет уточнить у Андрея. Записи здесь есть, но пока мало. Хотя он мне сказал, что люди сюда приходят и на постоянной основе, ну, может быть, не записываются, я не знаю. Давайте посмотрим, кто здесь был в гостях. 16 сентября пришел проведать землянку, как всегда, все в порядке. Рад, что это лето посещают сознательные люди. Двери этой землянки всегда для вас открыты. Ну, я думаю, вы догадались, кто эту запись оставил. Естественно, хозяин данного строения Андрей, Форест Панк. Вторая запись от 21 сентября 24. Доброе время суток, мой друг. Посещаю не первый раз это место. Сегодня приехал сюда с товарищем отдохнуть на один день. Немного убрались, сгребли листву, хотели привернуть ручки, а нечем. Привезу на следующий раз топор, ножовку, молоток, пусть будет. Топили баню, погрелись, купнулись, класс. Температура до 80 градусов, но уходит тепло, может тут нужна сетка под камни. И последняя запись, прям свежая, 17 апреля 25, прям вот буквально недавно. Иду один на байдарке. Я не буду называть, откуда и куда человек шел, дабы не раскрыть местоположение данного места. Не мог не выйти посмотреть. Землянка чудо. Низкий поклон тем, кто это сделал. Ну вот как раз таки, да, то есть наличие реки чаще всего и приводит дополнительных гостей, посетителей в такие места, ну, построенные рядом с рекой. И в то же время это хорошо, то есть человек, по всей видимости, зашел, апрель тем более, да, холодно, вот, и дубак. Зашел, может быть, печку затопил, погрелся, отдохнул, может быть, даже переночевал и пошел дальше по реке. Река здесь живописная. Сейчас надо, кстати говоря, вам это продемонстрировать, пока у меня тут греется чайник. Пойдемте выйдем, посмотрим.
на берегу реки летом, да, представляете себе обстановку в беседке, сидишь у воды, захотел искупаться, собственно говоря, взял, искупался, а рядом такое вот уютное местечко. Полетал над рекой немножко, обнаружил там за лесом болото, по всей видимости, представляете? Но здесь вообще территории заболоженные, да, то есть заболоченные во многих местах, болотистая местность, что, в принципе, несет в себе и положительные моменты, да, то есть не всегда легко можно подобраться, ну, к данному конкретному месту, например. Внутри, в самой, да, в землянке, хочу сказать, что очень аккуратно сложенная печь, кирпичная, прям очень аккуратно все сделано. А мотиватором главным Андрея, кстати говоря, был Дима с канала «Походный оптимист». Ну, тогда на самом деле был такой бум земляночный, да, то есть это вот года 3-4 назад, наверное. Это классно, что люди тоже приучают себя к природе, да, в том числе вас приучают к природе, там, тех, кто не ходил в лес, вот, посмотрев такое видео, после этого захочет, да, посетить однозначно, потому что, ну, вот такие вот красивые места, конечно, должны быть посещаемыми. И вообще туризм в целом нужно развивать, то есть в какой-то степени, наверное, произошел спад туризма, да, то есть если раньше там целые туристические объединения какие-то были, да, то сейчас все равно этого стало очень мало. Ну, в принципе, и люди стали слегка другими уже, да, все. Дом, работа, какой нахрен туризм, ну, объективно говоря. Не у всех есть возможность найти свободное время, а если оно и находится, то в свой выходной день лучше полежать на диване, и я многих понимаю на самом деле. И для таких людей, да, то есть вот можно вместе с нами сходить в поход, например. Птички поют, никакой трассы не слышно. Медведи есть, это тоже особую атмосферу привносит. Легкий такой адреналин добавляет. Хотя тоже, опять же, вот медведями многие там пугают, а на самом-то деле, по статистике, от медведей страдает там один человек там в 5 лет, что ли, я тогда читал статистику, изучал, ну, то есть очень малое количество пострадавших. В тех же авариях на дорогах намного больше людей страдает, то есть это и травмы, это и смертельные случаи. Вот пока по трассе даже ехал элементарно вдоль дороги, очень много памятников, очень много каких-то таких вот поминальных мест организовано прямо вдоль дороги, да. Это, конечно, намного страшнее. То есть бояться в первую очередь нужно не медведей, а на самом-то деле машин, которых стало очень много на дорогах. Но почему-то мы этого не боимся, хотя каждый год порядка там 100 с лишним тысяч людей страдают в ДТП. Это намного страшнее. Ну, а быть убитым медведем, это все-таки шанс стремиться к минимальному. Но он есть. Ну, а так вообще животные, они в первую очередь сами боятся людей, то есть и стараются на любой шум реагировать и держаться подальше от человека. Не знаю, кто это, какой-то лесной житель, в общем. Бревно с таким вот носом, ушами и ртом. Причем рот сделан из крышек от газовых баллонов. Очень интересно реализовано. А, кстати, еще тут, смотрите, вот с помощью ивы сплетена шляпа с пером. И да, вон там еще какая-то корзина тоже плетеная. Не знаю, Андрей это, кстати, делал, да, или, может быть, гости, приходящие сюда, приходившие. Это надо будет у него уточнить. Кстати, вот заодно зайдите в комментарии к нему под видео какое-нибудь и спросите, кто это сделал, он сам или гости.
Это, как вы уже поняли, баня. Сделан каркас. И поверх каркаса уже набит тент. Установлен, прикреплен с помощью степлера, по всей видимости. До 80 градусов. Люди его разогревали, эту баню. Ну, 80 градусов это, конечно, сильно. И я представляю, как эти люди, если это было бы, например, летом, да, это они в октябре, по-моему, были. А если бы это было летом, то можно было прям сигануть отсюда в речку с разбега и получить двойное удовольствие. Сковорода, чайник, и, слава богу, пока никто не забирает. Прогулялся немножко за лес, прошел, да, то есть от землянки, от реки ушел метров буквально на 100. И здесь прям, смотрите, вот она, болотистая местность такая. Да, с этой стороны вряд ли кто-то подходит к данному строению. Если только животные, может быть, и то не уверен. Да, тут увязнуть можно конкретно. Нет фитиля, друзья, представляете? Я что-то думаю, что происходит, что-то, наверное, уже устал. Уже крыша, может быть, едет. Ну, как так, свечка не загорается. Ну, понятно, сверху его нет. Думал, может быть, оторвался как-то. Но, в конце концов, где-то же он должен быть. Взял нож, ну, кусочек отрезал. И фитиля там тоже нет. Нитки вот этой вот, да, пропитанной воском. Да нет, вообще, все. Вся свечка, вот она. Ее ломаешь, ну что-то же должно быть. То есть какая-то нить. А ее просто нету. Не думал, что свечки бывают бракованными. Это, конечно, очень интересно. Сделал 2 подсвечника, а по сути они и 2-то и не нужны. Ладно. Но прежде чем готовить и вкуснейшую еду, хотел бы сказать пару слов о землянке Андрея. В первую очередь, огромная благодарность за то, что пригласил меня сюда. Наверное, эта землянка одна из таких самых-самых-самых лучших, которые я посещал. Даже, я бы сказал, что именно само расположение лучше даже, чем у дома под землей. Дом под землей, конечно, хорош, но он все-таки вдали от реки. А здесь вот не дать не взять выходишь, да, посидеть на лавочке, там в беседке в этой,
посмотреть, полюбоваться рекой. Одно удовольствие. Так что, Андрей, спасибо тебе еще раз большое. Ну, а вам, дорогие зрители, желаю, точнее, даже прошу вас зайти на канал Андрея Forest Punk, оставить под каким-нибудь его видео обязательно комментарий, передать ему привет, поставить лайк. И если вам понравится его контент, то, конечно же, подпишитесь на канал. Самое ходовое походное блюдо, самое востребованное. И оно сегодня великолепно. Очень много мяса, очень много макарон. Спать я лягу сытый и довольный. А завтра, надеюсь, встречу рассвет. И было бы здорово, если на реке будет еще и туман с утра. Вот это будет вообще великолепно. Поэтому надо не проспать. Ну и часов в 5 желательно проснуться, чтобы снять такой великолепный кадр. Приятного аппетита вам! Если вдруг вы тоже проголодались и что-то взяли и положили в свои тарелки. Вкуснятина. Время 6:20. Проснулся в надежде на то, что увижу туман, а увидел метель. Кошмар какой-то. Сильнейший ветер, холодно очень. И снег прям наваливает. Классная поездка. Андрей, спасибо тебе еще раз за теплую землянку, в которой можно погреться.
Минус 5 градусов. Обалдеть вообще. Какой кошмар. С 1 мая, кстати, забыл всех вас поздравить. Мир, труд, май и снег. Самое главное, что у меня есть теплое помещение, где можно погреться. И часов, наверное, в 10 уже, ну, я надеюсь, снег прекратится, пойду. Я как бы одевался вообще, в принципе, не по-зимнему, а там, ну, реально холодно. Вчера еще, когда сюда ехал, было плюс 5, когда сюда приехал. А сейчас, вы сами видели, минус 5. Ну, а здесь внутри плюс 17. Ну, в целом, отлично. Хоть здесь оставайся до вечера, да, пока вся эта тема со снегом не прекратится. Сейчас кашку поем. Такую вот взял. Воду поставил уже, сейчас закипит. Долго думал еще вчера перед сном, может что-то еще тут сделать вообще. Ну, нечего делать. Веревку вот эту тоже оставлю, не знаю. Она с плащ-палаткой шла. Хотел сначала ее прибить куда-нибудь, как сушилку для одежды использовать, ну, над печкой, да. Соответственно, тоже там, оказывается, и веревка есть. Так что Андрей сам что-нибудь, да, придумает. Ну, а я сейчас позавтракаю и потом уже отправлюсь в путь, в дорогу. Я думаю, на сегодня можно уже это видео заканчивать. Если вдруг, конечно, что-то интересное еще будет, может быть, там, не знаю, лося или медведя увижу, то, конечно же, я вам покажу это. А так, спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Пробуйте новое, ездите, ходите в походы, находите время для этого. Ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Заходите на канал к Андрею, Forest Punk, обязательно. До скорых встреч. Пока-пока.